Всем привет, с вами Адеква, и сегодня я расскажу вам немножко про оборону станции 6 БПС Red Sky. Мне удалось поучаствовать в этом, немножко поснимать и немножко поучаствовать, поэтому, как очевидец, я чертовски рад, что мне довелось принять участие в этом знаменательнейшем событии. Это впервые за историю этой игрушки. Битва в нулях достигла максимума, отведенного на звездную систему, 1200 человек, и еще люди пытались войти, но не могли. Итак, первые бои начались уже в 17:00 по Москве, когда было еще 4 часа до выхода из реинфорса станции. Первыми были флоты из Genesis Federation, корпораций SGP сингапурских и нескольких других. Они были в основном на крейсерах и фрегатах, но несмотря на свое численное превосходство, уже тогда они, конечно, понесли существенные потери от наскоков снайперских флотов Red Sky. Произошло несколько столкновений на различных планетах, гейтах и прочем, и, соответственно, флоты SGP и компания отступили на перегруппировку, на то, чтобы уже прийти вместе с основными силами Genesis Federation. Вообще хочется отметить, что именно такой формат боев скоро перестанет существовать, либо одна из сторон будет нести просто катастрофические потери. Как только появятся дикторы, вот эти группы, так сказать, корабликов попроще, фрегатики, крейсера, красненькие, будут попадаться в бублики и не смогут вот так отварпать, а будут вынуждены драться до конца. Поэтому совет настоящий всем уже переходить на форматные флоты с гвардианами, с дикторами в будущем и нормальные крейсера или БК. Вообще станцию загнали изначально в Reinforce 3 марки. Приходили они регулярно, пытались загнать, но были все время отбиты, пока не пришли совсем уж поздно ночью в формате 150 человек. Ну, тогда им удалось загнать до структурного реинфорса станку. И если бы пришли только 3 марки, думаю, битва была бы совершенно по-другому строилась. Но поскольку Genesis Federation вломился в полную свою силу, вы видите, локал сейчас 200, но скоро забустится до 800, когда подошли порядка 400-450 человек из Genesis Federation, сильный, хороший красный флот. Сформирован он уже был по всем правилам, с гвардианами, с защитой, все сидели под бубликами, и вот, наконец, эти две массы начали сходиться. Защитники сразу оказались в двукратном, так сказать, меньшинстве, то есть наших было порядка 250-300 человек, противника же собралось в районе 500. И да, нейтралы здесь у нас тоже враги, просто на всех уже не хватает минусовых стендингов. И началась затяжная баталия, которая прорывалась на релогины, то, что пилотов отпрыгивало, отварпывало, откидывало в сторону, логофило и так далее. Все сидели под щитами гвардианов, и когда гвардианы тоже логофились, пропадали, щиты у них выключались, соответственно, отстреливали друг друга как могли. Вы видите это по появляющимся врекам на экранчике. То есть бой начал нести затяжной характер во многом из-за именно несовершенства, видимо, клиента игры. То есть сервера, как уже потом сказали разработчики, держали эту нагрузку нормально, а вот наши девайсы не справлялись с отрисовкой всего этого дела, и поэтому периодически выкидывали из игры и перезагружали клиент. По отзывам участников битвы цели лочились по полминуты, сбрасывались постоянно, да и меня тоже сбрасывало на этой пробке, несмотря на то, что девайс не самый последний, интернет хороший, мощный, и как бы я на некотором отдалении, на самых минимальных настроечках все это вам снимал. Видите, вот такие дисконнекты, отбросы, перезагрузки грида постоянно происходили просто регулярно. И помимо того, что локал уже уперся в 1200 человек, в двух соседних системах стояли еще большие красные флоты, которые охраняли вход в системе. И когда погибали защитники станции, заходили в систему именно красные игроки. То есть многие защитники даже не могли залогиниться обратно в сервер. Что, конечно, печально, но в любом случае превосходство врагов было очень большое по массе именно количественной. То есть, да, вначале это было в 2 с небольшим раза, но потом оно все росло и росло, подходили новые силы, подошли те же 3 марки, ЦНКшники, и вообще, по словам самих нападающих, участвовало более 20 альянсов различных.
И вот это эпический момент, когда против тебя собирают 20 альянсов. По сути, весь юг, Querios Coalition, как они себя назвали, собрался, чтобы уничтожить твою станцию. Но это делает тебя победителем, что к тебе пришло не 20 человек убивать твою станцию, не 100, даже не 200, а 1000 человек пришла убивать твою станцию. 20 альянсов, несколько мега-коалиций собралось вместе против Red Sky и UpForce. И несмотря на это численное преимущество, которое было ясно с самого начала, бойцы Red Sky дрались до самого последнего момента. Их оставалось 70, потом 50, потом 30, но они были до самого момента взрыва станции, которая, к сожалению, да, случилась. Но и после этого Red Sky остался на поле боя, отстреливая тех врагов, кто не ушел из системы, очищая ее от красного цвета, как бы это ни звучало комично в данном контексте. Вообще, я в частности горд тем, что еще на глубоком бета-тесте я вступил в ряды пилотов Red Sky и вместе с ними прошел, так сказать, и огонь, и воду, и медные трубы. И на летнем тесте мы в событии разработчиков разнесли сначала всех, потом фракционные батлы разработчиков и станцию разработчиков. И здесь уже в релизе мы первые собрали на нашу станку 1000 врагов, забив полностью локал, устроив конкретный логодром. Это была славная битва, у нас был сильный, многочисленный, достойный противник. А чем достойнее противник, тем больше чести и славы нам. Поэтому я уверен, что всполохи взорвавшейся Red Sky станции в 6 БПС еще прокатятся по всем домашним регионам, тупикам, ответвлениям и карманам взрывами вражеских кораблей. Red Sky, мое уважение. Всего вам доброго.